Вы видите это сочетание? Звезды и надписи становится ясно. Сегодня на авточувстве время Майбах. Mercedes Maybach S-класс. Сегодня мы покажем вам вершину самого масштабного рестайлинга S-класс в истории. Теперь в эксклюзивном исполнении Maybach. И да, мы, немцы, любим эти звуки «х» в языке. Может, это и не самое мелодичное звучание, но уж как есть. Зато в этом автомобиле мы найдем массу по-настоящему красивых деталей. Мы проведем для вас полный тур, экстерьер, роскошный интерьер и технические характеристики. Заглянем и под капот. Я Томас, это авточувство в 4К на весь экран и во всю длину. Поехали. Начинаем с решетки радиатора. Она стала крупнее, выполнена в специальном дизайне Maybach и подсвечивается. Подсветка есть и у надписей, и у вертикальных ламелей, которые, кстати, проходят через зону сенсоров. Подсвечиваемая звезда на капоте – новинка для всех рестайлинговых S-классов. Правда, доступна она не на всех рынках. В Европе, например, пока нет. А вот в Северной Америке и на некоторых азиатских рынках уже есть. У версии Maybach дополнительная опция – хромированный плавник на капоте. Смотрится эффектно. Далее новые блоки фар. Дальний свет стал на 40% мощнее, луч достигает 600 метров. И еще одна красивая деталь. Внутри фар подсветка логотипа Maybach. Примечательно и то, что в нижней части бампера логотипы повторяются. Снова занимая всю область, где у обычного S-класса могли бы быть детали веса AMG Line или что-то подобное. Этот экземпляр с увеличенной длиной и удлиненной колесной базой. Версия Maybach в принципе отличается растянутой базой. Это самый длинный S-класс – 5 метров 48 сантиметров. Даже больше, чем длиннобазная версия стандартного S-класса. Здесь у нас 20-дюймовые колеса, но можно заказать и 21-дюймовые. А вот интересная новость. Трехлучевая звезда Mercedes всегда остается в вертикальном положении, когда автомобиль неподвижен. Возможно, и во время движения тоже, это мы еще проверим. Звезды можно покрутить ради забавы, детям наверняка понравится. Это кованые диски, и именно в сочетании с коваными дисками вы получаете ту самую особенность с неподвижной звездой. Также здесь представлена двухцветная краска, выполнена действительно очень качественно. Конечно, можно выбрать и один цвет кузова, тут все зависит от ваших предпочтений. Сверху оттенок верде-сильвер, серебристый с легким зеленым отливом. Нижняя часть в белом цвете. Дверные ручки вровень с кузовом выдвигаются, если на них нажать или провести рукой. Подсветка здесь тоже есть. Но подробнее об интерьере поговорим чуть позже. Теперь подруливающая задняя ось. Теперь она входит в стандартную комплектацию. Угол поворота 4,5 градуса. Опционально доступно 10 градусов. Особенно важно для такой длинной колесной базы. Также здесь есть подсветка эмблемы на задней стойке. Это тоже будет разрешено не на всех рынках. Так что тут все индивидуально. Дизайн задних фонарей заимствован у обычного S-класса. Но здесь шильдик Maybach и обозначение S680 на правой стороне. Это топовая модель. В данном случае перед нами топовый V8, на некоторых рынках по-прежнему будет доступен 12-цилиндровый двигатель. Скоро узнаем об этом больше, когда заглянем под капот. В нижней части бампера специфический дизайн насадок выхлопной системы, назовем их декоративными насадками, с горизонтальной перемычкой внутри. Тоже выглядит любопытно. Пневматическая подвеска, разумеется, идет в стандарте. И в режиме движения Maybach для нее предусмотрены особые настройки, еще более комфортные. Сначала краткий взгляд на интерьер. Но первым делом я хочу открыть капот. Салону мы уделим гораздо больше времени чуть позже. Итак, линейка двигателей начинается с 3-литровой рядной шестерки для подзаряжаемого гибрида, затем, как в этом случае, 4-литровый V8 в двух вариантах мощности. Перед нами более мощная версия – 612 лошадиных сил плюс система e-Boost. Теперь, если у вас не полноценный гибрид, вы в любом случае получаете мягкий гибрид. На некоторых рынках по-прежнему будет предлагаться 6-литровый V12, но не везде. Например, в Европе топовым двигателем станет именно этот V8. Впрочем, даже с ним автомобиль разгоняется до сотни менее чем за 5 секунд, так что динамики вам определенно хватит. А вот еще одна версия. S-класс Maybach Night Series. Специальное издание. У него брелок из темного хрома. Из самого темного хрома здесь очень много. Например, в отделке решеткой радиатора. Здесь отлично видна подсветка. Это внутренняя рамка по контуру. И снова подсвеченная надпись. А вот классическая звезда Mercedes в данном случае не подсвечивается и тоже выполнена в темном хроме. Плавник на капоте также в темном хроме, что придает машине еще более, скажем так, зловещий вид. Окраска по-прежнему двухцветная. Повсюду вставки с логотипом Maybach, и этот паттерн я такого еще не видел. Нанесен даже на колеса.
тоже 20-дюймовые по всей их поверхности. Как по-вашему, это уже перебор или в самый раз? Напишите в комментариях. Здесь снова видна двухцветная краска и темный хром в нижней части вокруг дверных ручек. Никакого яркого хрома, даже снизу. Так что вместо классической элегантной схемы здесь преобладает темная тема. Начинаем переходить в интерьер. Первое, что видим на дверях – аудиосистема Бурмистер, динамики которой буквально выдвигаются и задвигаются обратно. Тут еще больше декоративных вставок. Например, можно выбрать такой лакированный вариант с полосками. Или, к примеру, матовое дерево. Эти элементы не двигаются, хотя в некоторых новых моделях Mercedes у них снова появилась обратная связь. Стандартные 4 рычажка стеклоподъемников. И отсюда же можно, вы знаете, уже управлять некоторыми шторками. Внутренняя часть двери полностью отделана. Есть накладка на порог Maybach. И здесь даже больше шумоизоляционного материала внутри, если сравнивать, к примеру, с обычным S-классом. Идем дальше, руль. Здесь применен дизайн с вертикальной прорезью в нижней части, а также новинка, или скорее возвращение, настоящие физические регуляторы для круиз-контроля. На правой стороне, например, находится колесико громкости, а сам руль в данном случае отделан высокоглянцевым лаком. Для более эксклюзивного вида, если вам такое по душе, у сидений тоже другие паттерны. Здесь, например, всегда используется двойная прострочка, в то время как у обычного S-класса она чаще одинарная. Подголовник из микрофибры, это приятно. Большинство материалов, что вы видите, это все еще натуральная кожа, но впервые предлагается альтернатива. Теперь можно заказать интерьер без использования материалов животного происхождения. Очень здорово, что они движутся в этом направлении. Он будет немного отличаться, возможно, мы покажем вам его в другой раз. В плане комфорта сидений, здесь все сравнимо с S-классом. Разве что прострочка и некоторые детали немного отличаются. Регулировка руля по вылету и высоте, конечно же, электрическая. В цифровой приборной панели вы увидите логотип Maybach. Это тоже эксклюзивная деталь. Кроме того, с этим рестайлингом появились новые дефлекторы обдува со встроенной контурной подсветкой, которая вскоре охватит весь кокпит. А вот очень интересная деталь, которую я замечаю, когда вытягиваю ремень безопасности. Да, это мое хобби. Здесь виден символ подогрева ремня, он нагревается до 44 градусов Цельсия. Это очень приятная люксовая фишка, она не обязательна и доступна даже для обычного S-класса, но все же это новый элемент роскоши. И вы только посмотрите на эти педали. Здесь используются специальные педали Maybach. К слову, базовая цена составит около 175-180 тысяч евро. С учетом дополнительного оборудования машина станет чуть дороже, чем раньше. В текущем виде со множеством опций цена подбирается к 250 тысячам. В общем, это уже из разряда «за эти деньги я мог бы купить квартиру». Что касается нового кокпита S-класса, здесь у нас цифровые приборы, экран для пассажира и центральный дисплей на 14,4 дюйма. Нужно признать, черных рамок много, а ориентация стала более горизонтальной, хотя раньше была вертикальной. Контурная подсветка интегрирована очень изящно, все вокруг обшито и закрыто панелями. При этом стало меньше глянцевого черного пластика, по крайней мере, если вы сами того пожелаете. Вот, к примеру, кнопки. Здесь находится выбор режимов движения, где можно активировать специфический режим Maybach. Появились новые индукционные зарядки. Слева и справа, причем с вентиляцией. А вот этот очень элегантный дизайн с линиями. Работа их специальной мастерской мануфактур. Впрочем, при желании здесь можно заказать и матовое дерево. Мои любимые фишки находятся тут. Это адаптивные подстаканники. У них есть подсветка, правда сейчас не получается ее включить, но центральные секции должны светиться. Теперь они действительно адаптивные, так что бутылки больше не будут болтаться во время езды. Прямо здесь разъемы USB-C, и саму панель очень приятно открывать и закрывать. Под раздельным подлокотником еще два порта USB-C. Скоро мы перейдем к задней консоли, там будет очень интересно. Что касается места над головой, при моем росте 1,89 м запас еще остается. Здесь все обшито материалами. И даже интерьер без использования кожи будет выглядеть также полноценно. Там используется смесь тканей, льна и искусственной кожи. Очень хочется на это взглянуть. Еще одна классная деталь. Двойной солнцезащитный козырек спереди. Отличное решение. И снова. Даже наверху мы видим элементы контурной подсветки. Главная фишка Maybach – это, конечно, индивидуализация. Вам доступно столько цветов и сочетаний для кузова и салона, что можно выбрать буквально любой оттенок, какой только сможете вообразить.
И это еще не все. Сегодня я заглянул и в саму мастерскую. Вы также можете заказать индивидуальную прострочку. Например, если захотите нанести свой личный логотип или инициалы на подголовник, на подушку или куда-то еще. Это вполне возможно, даже на самих сиденьях. В этом и заключается вся суть такого высокого уровня индивидуализации. Кстати, бардачок. Внутри он отделан приятной тканью. И открывается очень плавно. Да, центральная консоль здесь действительно массивная, но благодаря этому можно использовать все эти премиальные и индивидуальные материалы, которые вы только пожелаете. Думаю, пришло время перебираться на заднее сиденье, потому что это всегда нечто особенное. И здесь, кстати, есть электропривод дверей. Его работа зависит от того, как и откуда вы хотите ими управлять. Вот я сажусь с этой стороны, и я могу открыть дверь для Йонаса, нашего оператора. Ну вот, готово. Управлять дверями можно либо с этих новых 13-дюймовых экранов, здесь новая мультимедийная система и железо, либо через центральный дисплей. Попробуем открыть заднюю левую дверь отсюда. Не знаю, почему она пока не срабатывает. Окей. Видимо, потому что я нахожусь на другой стороне. Но мне кажется, что удобнее всего пользоваться кнопкой наверху. В данном случае вы нажимаете и удерживаете ее, чтобы открыть дверь. Или тянете один раз, и она снова закрывается. В этой версии действительно чувствуется, что колесная база стала еще длиннее по сравнению с обычной. И я имею в виду, посмотрите на это. Даже когда я сижу здесь, будучи высоким взрослым человеком, запас пространства для ног при такой базе просто огромный. А еще здесь есть вот эти дополнительные подушечки для поясницы. И приятная деталь, подсветка замков ремней безопасности, так их легко найти в темноте. Сзади также есть крепление Isofix. А еще здесь установлены надувные ремни безопасности Belt Bag. В случае столкновения они немного надуваются, чтобы давление не приходилось на одну узкую область тела. Да, и этими подушками можно подпереть поясницу, например. Кстати, передние ремни теперь тоже с подогревом. Это очень интересное сочетание с подогревом самих сидений. Ремни спереди становятся теплыми. Но тут есть разделение. Спереди у вас подогрев ремней, а здесь сзади надувные ремни для лучшей защиты. Тут расположена панель для беспроводной зарядки, она фактически открыта. И еще у вас есть, скажем так, два дополнительных смартфона. Нет, они не для звонков. С их помощью можно управлять мультимедийной системой, а также другими функциями, например, массажем сидений и так далее. Все это возможно. Здесь нет, эту часть не поднять, но вот так можно поднять всю эту секцию, и под ней у нас столик. Давайте его разложим. Вот так и вот так. Готово. У него даже есть небольшой бортик, чтобы если вы поставите сюда ноутбук, он не соскальзывал. Можно работать, перекусить или что-то в этом роде. Кстати, внутри еще 4 разъема USB-C. Пожалуй, это был бы отличный автомобиль для команды канала. Мы могли бы заряжать здесь все наши устройства, почему бы и нет. Ну и конечно здесь есть доступ к холодильнику. Вот так. И ого! Там действительно очень-очень холодно, так что все сохранится в лучшем виде. Скоро мы заглянем и в багажник. А чтобы наполнить бокалы, вот они для шампанского. Их нужно плотно защелкнуть, чтобы они надежно держались во время поездки. В передней части консоли подстаканники также могут охлаждать или подогревать напитки. Еще одна приятная деталь. А когда я хочу все это закрыть, я нажимаю кнопку с любой стороны. И центральная консоль закрывается с помощью электропривода. Выглядит довольно эффектно. Конечно, в этом нет никакой необходимости. Но здесь речь не о практичности, а о роскоши. А роскошь – это не то, что нам нужно, а то, что люди, возможно, хотят. Ну вот, теперь можно поставить бокал на место. Возможно, его стоит немного протереть. Но узнаете, чтобы не оставалось отпечатков пальцев. Кстати, в центральной части здесь тоже новый дефлектор обдува. У них теперь свежий дизайн. Что нам еще нужно? Сейчас я нахожусь за водительским креслом. Но здесь, конечно, есть функция шофер. И для этого мне нужно еще раз обойти машину.
Теперь мы с Йонасом можем поменяться местами. К тому же я могу снять обувь. Ведь сейчас все дело в том, чтобы разложить кресло максимально горизонтально и... Ой, подождите. Зачем мне закрывать дверь вручную? Я ленив, поэтому сделаю это вот так. С электропривода. Итак, давайте посмотрим на эту функцию. Переднее кресло уезжает вперед и немного приподнимается. Вокруг него тоже есть контурная подсветка, выполнена очень красиво. Подставка для ног также поднимается. Не уверен, нравятся ли мне эти дополнительные подушки в нижней части, но возможно это вопрос личных предпочтений, кому как удобнее. Затем само кресло немного откидывается назад. Интересно вот что. В обычном S-классе с удлиненной базой я не могу полностью вытянуть ноги в таком положении. Посмотрим, есть ли разница здесь. Так, ну, мне кажется, или все же нет. Как думаешь, Йонас, так же было? Возможно, нам стоит пересмотреть обзор обычного S-класса, но здесь все равно, я имею в виду, при моем росте 1,89 м я не могу... Да, я сижу здесь отлично, это по-настоящему роскошное положение. Но вот чтобы совсем вытянуть ноги, мне пришлось бы сделать как-то так. В общем, мне здесь все же немного не хватает места. И кажется, в Audi A8 или в BMW 7 серии такой проблемы у меня нет. Ну, может, здесь пространство чуть больше, чем в обычном S-класс. Все-таки база подлиннее. Но, честно говоря, не настолько, насколько я ожидал. Так что, пожалуй, мне придется сесть как-то так. Не совсем прямо, а немного вывернув ступни наружу. Тем не менее, обстановка здесь все равно впечатляющая. Снова эта контурная подсветка и сверху, и вот здесь. И при этом не все завязано на экранах и сложном управлении. Например, если я хочу поднять электрическую шторку, я просто еще раз тяну за рычажок стеклоподъемника или нажимаю его вниз. Это максимально прямое и понятное управление. Вот это мне и не нравится в 7 серии. Там для этого нужно лезть в экран, а здесь все так просто. Тут, кстати, многослойные безопасные стекла, разумеется, и спереди, и сзади. И вот что они сделали теперь, это очень интересно. В предыдущей версии до рестайлинга была система активного шумоподавления. Она делала салон экстремально тихим, но при этом возникало ощущение, будто у тебя возле уха, но какой-то вакуум, и я находил это неприятным. Теперь они улучшили изоляцию, звукопоглощение и все прочее. Настолько, что по их словам, активное шумоподавление больше не требуется. К тому же они получили отзывы и от меня, и от некоторых клиентов, что ощущения от этой системы были не самыми приятными. Так что теперь активного шумоподавления нет. Но при этом уровень шума должен оставаться экстремально низким. И даже когда машина стоит на месте, в салоне чувствуется эта невероятная тишина. Очень жду возможности проверить это в движении. Мы можем снова нажать одну кнопку, чтобы все вернулось в исходное положение. Всегда любопытно за этим наблюдать. И тут действительно видно, что центральная консоль тянется от передней части через весь салон. Понимаете? То есть она проходит практически через всю колесную базу. Это определенно впечатляющее зрелище. Конечно, для панорамной крыши тоже предусмотрены шторки. Заднюю шторку я тоже могу вот так опустить с помощью электропривода. И посмотрите, как эта зона с декоративными элементами, здесь опять же могло бы быть матовое дерево, заходит на сиденье и так далее. В этом автомобиле определенно очень много ручной работы. Нам осталось осмотреть багажник. Ведь мы видели тот холодильник внутри. По модели EQS SUV Maybach мы знаем, там его можно было вытащить. А вот в S-класс раньше это было невозможно, что сильно ограничивало полезный объем. Здесь у нас версия с DVS с мотором V8, поэтому багажник довольно глубокий. Если бы это был подзаряжаемый гибрид, пол был бы на этом уровне и вы бы потеряли в высоте. И вот теперь холодильник здесь, как и в EQS Maybach, стал съемным. Он довольно тяжелый, но суть в том, что если он вам не нужен, его можно просто вынуть. Главное действовать аккуратно, чтобы ничего не поцарапать. Вот так. Теперь у вас больше места для вещей. Правда, ценой отсутствия холодного шампанского в следующей поездке. Так что выбор за вами. Я считаю, это отличное решение.
Оно дает хотя бы немного гибкости, и поставить его на место на самом деле не так уж сложно. Вы слышите характерный щелчок, загорается зеленый индикатор, и готово, все снова в порядке. Напишите в комментариях, какая функция в этом Maybach S-Class кажется вам самой важной. Буду рад почитать ваши ответы. И какой двигатель вы бы выбрали? Может быть, более экономичный гибрид из-за налоговых льгот или все же V8? А если в вашей стране он все еще доступен, решились бы вы на 12-цилиндровый мотор? Жду ваших мнений. Если вы думаете, S-класс это круто, но Maybach для меня это уже перебор, то у нас есть обзор обычного рестайлингового S-класса. И конечно на канале полно обзоров других люксовых авто. У нас также есть видео с тест-драйвом до рестайлинговой версии этого Maybach.